Ты уже заказала на 1010. Так и что? А, и попить сейчас, секунду. Нет, ты это оплатишь сама? А почему, в смысле, сама? Сколько мне надо зарабатывать, чтобы ты меня рассмотрела как парня? Ну, минимум 2 миллиона. Что мы будем кушать? Заказывай, я уже себе, в принципе, заказал. Я окрошку поем-то и все. Я, наверное, буду сате из морепродуктов з важким сирним соусом. Тольятти качу пепе з креветкою. Равіолі з крабом, креветкой и черной икрой. Подожди, Что? а ты это все съешь? Ну да, я голодная, ужасная. И, наверное, еще закажу какой-то салатик. Ты уже заказала на 1010. Так и что? А, и попить сейчас, секунду. Нет, ты это оплатишь сама? А почему, в смысле, сама? Не, ну мы с тобой пришли на первое свидание, Ну и там, что? я рассчитывал, там, не знаю, на легенький салатик какой-то, не знаю. Ну, я салатик и заказала. Ну, еще пару блюд. И что, тебе Какие жалко? пары? Ну, ты заказала на 1010. Тебе сразу скажу, у меня денег нету столько. Ну, я не подготавливался. В смысле, а куда ты шел? Ты знал, куда ты шел? Встретились первый раз, и ты считаешь нормально вот так брать и при парне заказывать 10 на 10 тысяч еды? И что? Ты Тебе что? просто сразу говорю, у меня столько нету. Ну, максимум на 1000 я могу оплатить. Какую 1000? Ты куда шел? Сколько мне надо зарабатывать, чтобы ты меня рассмотрела как парня? Ну, минимум 2 миллиона. На что? Сколько вот, 2 миллиона это только на тебя на расходы. Нет, это если у тебя есть уже квартира, машина, базовые потребности закрыты, то это на А если у меня нет Нас? квартиры, машины, я голодный? наши путешествия и отдых. Сколько ты будешь добавлять в семейный бюджет? Я буду добавлять свою любовь, ласку, поддержку, заботу, офигенный секс, опору и восхищение тобой. А что будет, если ты вдруг, вот сердцу не прикажешь, влюбишься просто в парня с зарплатой 40 тысяч, блондина, зеленоглазого, 1,80 м, но у него зарплата 40 тысяч. И влюбилась, все, ничего не можешь Знаешь, поделать. такого не будет. Я могу сказать почему. Потому что, наверное, в своей жизни я никогда не любила мужчину. Я любила себя в первую очередь. Поэтому такое невозможно. Бытует мнение, что в 2025 году мужчине не нужна жена для того, чтобы закрывать свои базовые потребности. Все настолько стало легко и просто, и давайте в этом разбираться. Быт. Начиная от готовки, доставки продуктов, уборки, стирки. Все это выполняют специально обученные люди. Секс. Та же история. Начиная от сайта знакомств, заканчивая массажками с продолжением или девочками на час. Все так же легко обходится. Психика. При отсутствии женщины тебе никто не ипет голову, как говорят мужчины. Денежки. Это очень важная и болезненная часть для мужчин. Эти товарищи всегда остаются с тобой при любых обстоятельствах. И вот теперь вопрос к вам, мужчины. А какими же качествами должна обладать женщина для того, чтобы вы искренне захотели построить с ней семью? Я недавно сидела в кафе, ко мне подошел мужчина познакомиться, мы разговорились, и он задал мне шикарный вопрос. Что бы тебе сейчас принесло счастье? И я такая, деньги. И он такой, и я такая, чё? Давайте разберемся. Я психолог. Естественно, я пройдена психотерапии. У меня пройдены всякие разные духовные практики. Я сделала так, что счастье – это мое базовое состояние на данный момент. Не всегда так было. Так вот, почему я сказала деньги? Да потому что мне сейчас нужно оплатить английский, вокал, занятия танцами, тренажерный зал. Чувствуете, я с каждым перечислением становлюсь все счастливее. Деньги не создадут вам базового ощущения счастья. Нет. Но они могут его усилить. Почему? Потому что с помощью денег ты можешь больше реализовать своего потенциала в этом мире. Поэтому, когда вы говорите «деньги», и если вы уже счастливы, это вот так. И если вы несчастливы, страдаете, думаете, что деньги решают ваши проблемы, да, это хреновая идея. Но если ты подходишь ко мне знакомиться и видишь мои глаза, по ним явно видно, что я уже счастливый человек. И вот здесь можно задуматься, зачем же тогда ей нужны деньги. Девочки, ловите рабочий лайфхак. Меня регулярно зовут замуж, я работаю кассиром в «Пятерочке». Значит, что нужно сделать? Выбрать район, где вы хотите жить, в вашем городе, где вам нравится. Или даже, знаете как, можно переехать в тот город, где вам нравится жить, найти продуктовый магазин, там что-то вроде «Пятерочки» или что-нибудь поэлитнее, устроиться на работу и присматривать себе
парня. Каждый день поступает предложение. Я вам серьезно говорю. Я никогда в своей жизни я не слушала, что говорит мне мужчина. Никогда. Это мое правило и мой закон. Я только смотрю. Что он делает по отношению ко мне. Мне вообще не интересно. Крошка, лапочка, зайка, пупсик, полетим, поедем. Не интересно. До тех пор, пока там не будет действий. Вот, например, как сейчас. Сижу в своей машине, говорю, слушай, что-то мне вот парковаться как-то сложно. Ну, я сама по себе не умею. Хорошо, сложно? Давай установим камеру. Установил мне камеру 360. Вот это для меня действие, да, супер. Говорю, слушай, вот номера хочу. Мяу 001. Говорит, ну, мяу 001 не будет, будет МАЗ 008. Нормально? Говорю, нормально. Поступок. И пусть он лучше мне не говорит, что я зайка, котик, птичка. Это вообще не интересно. Но делает действие. Вот в чем смысл. Почему никогда в жизни не стоит держать верность мужчине, который еще не предложил вам ничего серьезного? Дело в том, что когда мы встречаемся с каким-то мужчиной, будто это только начало интрижки или уже какие-то серьезные отношения, мы сначала такие немножко голодненькие. И это то же самое, что если представить, что вот у вас есть шведский стол, где можно выбирать огромное количество всего самого вкусного, и есть какое-то, непонятное шо попало, понимаешь? И вот это шо попало, есть оно одно. И, конечно, если мы голодные, мы на это одно и набросимся. А если мы будем выбирать среди шведского стола всего какую-то еду, то что мы выберем самое вкусное для себя, самое ценное? Так вот у нас происходит таким же образом. А вы же, девочки, думаете, если я не буду держать ему верность, хоть он ничего мне еще не предложил, то он подумает, что я какая-то ла-ла-ла. Так вы же никому просто не рассказывайте. Пусть думает, что вы какая-то там верная и так далее. Пусть думает, что хочет. Вас никто не заставляет что-то там вытворять с другими, нет. Просто таким образом вы выберете не только, одним местом, а еще и головой самого достойного. Неважно, сколько вам лет. Услышьте и запомните, на всю жизнь это правило. И не совершайте эту ошибку. Хотите, расскажу вам, как никогда не быть в невыгодных отношениях для себя. Никогда не выбирайте мужчину. Первое. Всегда выбирайте из тех, кому нравитесь вы. Не надо никому самостоятельно проявлять внимание. Лотерея может проиграться, но чаще всего в минус. Поверьте мне, старой вредной тетке Оксане. Я как женщина, как жена, максимально отвратительная. Я меркантильная, я не люблю убираться. Я готовлю только по настроению. Я помешана на своих подругах, на своей карьере, на своей внешности, на чем угодно. Только не на мужике. Но я уделяю ему много внимания. Это правда. При этом они всегда все в курсе, что так не так, до свидания. Я могу, посмотреть, поговорить с ним по душам какое-то время. Как правило, если у меня уже начинаются задушевные разговоры о проблемах, пару месяцев, и я там. И нет с этим проблем. Нет вообще проблем с мужиками, когда вы не стараетесь обращать на себя какое-то внимание или кого-то добиться. Вы сейчас мне напишите про нарциссов, которые там, появляются первые, осыпают золотом, бриллиантами. Девчонки, это же не здраво, с самого начала, мы понимаем. Я в каждом своем видео готова это сказать. Мы любим только тех мужчин, которые любят нас. Будешь любить себя, мужчина будет любить тебя. Будешь любить его, мужчина будет любить себя. Вот и все. Я реально в отношениях очень мерзкая. Я воспринимаю мужчину только через призму его отношения ко мне. Вот ровно так, вот больше никак. Вот как только он начинает относиться ко мне плохо, у меня тут же стремительно падает к нему интерес. Это очень быстро происходит. И это прям так классно, девочки, это правда классно, потому что ты вот так уходишь. Поэтому, красотка, мир твоему дому, твоей семье, мужа богатого, любовника страстного, деткам счастья, здоровья, мама, чтобы вечно жила. Давай, целую тебя крепко. Когда я говорю об этом, я получаю много хейта, но я все-таки попробую. Смотрите, есть роскошная, дорогая женщина и есть серая мышка. И сейчас я объясню разницу на практике и в жизни. Я очень люблю животных и очень люблю серый цвет, но это проигрышная стратегия сидеть как мышь. А женщин я люблю еще больше и хочу, чтобы они были счастливые, яркие и все у них получалось. Поехали, сейчас вам помогу. Что делает серая мышь? Стратегия быть удобной. Что делает ценная женщина? Она ставит себя на первое место, без чувства вины. Мышка очень хочет быть нужной, а ценная женщина хочет быть собой, и она слегка такая, эгоистка. Мышка всегда сомневается в себе, а дорогая женщина знает цену и не прячет это. Серая мышь экономит на себе, но дает другим все до последнего. А ценная женщина инвестирует в себя как в главный актив. Если ты хочешь быть ценной, счастливой и знать, во что именно тебе нужно инвестировать деньги и время, в рамках развития себя, я рассказываю это в своем уроке про ценную женщину. И умные девочки знают, где найти ссылку. Это, конечно, видео, наверное, выбесит всех, кто его будет смотреть, но я, наверное, с этим согласна. Твой уровень дохода зависит от уровня мышления. Существует 5 уровней.
Первый – это жертва, которая зарабатывает до 50 тысяч рублей. Эти люди хотят много получать и мало делать, ждут помощи от близких, начальника государства или чуда. Чувствуют неудовлетворенность собой и обвиняют всех в своих бедах. Уровень мышления ребенок – это люди, которые зарабатывают до 100 тысяч рублей. Испытывают дефицит во времени, в отношениях, в доходе. Ждет одобрения от значимых людей, от близких или коллег, начальства. Стараются быть хорошими, угождать, чтобы их хвалили, чтобы они нравились. Уровень мышления борец. Он борется, конкурирует, оценивает себя и других, доказывает, добивается, преодолевает страх, критикует себя и всех вокруг. И на таком мышлении можно заработать до 500 и бывает даже больше тысяч рублей. Уровень мышления игрок. Заработок более миллиона. Он уже умеет выстраивать систему, умеет делегировать, живет в интересе, игре, радости, обретает баланс, брать, давать, и здесь уровень кайфа от жизни. И последний уровень мышления – творец, более 5 миллионов. К нему очередь, востребованный специалист, зарабатывает при минимальных усилиях, может иметь несколько бизнесов, он стратег, он растет даже в кризис, он видит возможности и масштабирует любую свою идею. Круто. Я скажу, очень круто. Я сейчас сижу и думаю, это 1 000 000 рублей или 1 000 000 долларов? Потому что хочется, конечно, прийти к доходу, когда ты от 1 000 000 долларов зарабатываешь. Но есть в этом смысл. Я думаю, в этом 100% есть смысл.